На окраине Праги, в старом особняке с мраморными лестницами и окнами в пол, стояла тишина, нарушаемая лишь слабым кашлем. Под тяжелым одеялом лежал 8-летний Томаш, сын влиятельного предпринимателя Петра Новака. Мальчик был бледен и слаб. Врачи из лучших клиник только разводили руками. Анализы в норме, тело здорово, но ребенок угасает. Петр, привыкший управлять бизнесом и людьми, был бессилен. Дом наполнился тревогой. Горничные шептались, повариха ставила свечи у икон, а хозяин по ночам пил бренди, глядя в темноту. Воздух в особняке будто застыл. Однажды экономка привела новую няню, Анну Кралову, простую женщину из деревни под Брно. Без дипломов, но с добрыми глазами и тихим голосом. «С ней ребенку будет легче», — сказала экономка. Петр лишь кивнул. Когда Анна вошла в комнату, Томаш лежал неподвижно. Она села рядом, поправила одеяло и шепнула: «Все будет хорошо, малыш, мы справимся». Мальчик впервые за долгое время открыл глаза и едва заметно улыбнулся. Петр, стоявший в дверях, замер. Он не видел этой улыбки уже месяцы. Комната будто потеплела. Но по ночам Томаш начинал метаться и шептал: «Тетя Анна, он опять здесь под кроватью. Он зовет меня». Анна думала, что это детские страхи, пока сама не почувствовала холодный сквозняк и запах сырости. Лампы моргали, старые часы останавливались ровно в полночь. Тогда старшая горничная рассказала: 10 лет назад в этой комнате умер старший сын Новаков, Мартин. После смерти матери он изменился, стал замкнутым, а потом однажды просто не проснулся. Ночью Анна услышала тихий скрип и увидела, как игрушечный мишка сам упал с комода. Испугавшись, она решила выяснить все сама. Когда дом заснул, няня подняла покрывало под кроватью Томаша. Из тьмы пахнуло холодом. Фонарик осветил старую коробку, покрытую пылью и паутиной. Внутри лежала фотография мальчика лет 10, на обороте надпись: «Мартин Новак, 2014 год». Рядом тряпичная кукла, вся в иглах, с бумажкой: «Пусть тот, кто занял мое место, не будет здоров». Анна вскрикнула, лампа мигнула и погасла. Сквозь темноту прошел ледяной ветер, Томаш во сне застонал. Она схватила коробку, выбежала во двор, перекрестилась и облила все святой водой. Пламя вспыхнуло синим светом и быстро превратило коробку в пепел. Когда Анна вернулась, дом будто ожил. Исчез холод, исчезла тяжесть. На следующее утро Томаш проснулся сам, улыбнулся и тихо сказал: «Я больше не боюсь». Петр, увидев сына на ногах, не поверил глазам. «Что вы сделали?» — спросил он. «Просто убрала то, что мешало ему жить», — ответила Анна. В ту же ночь священник осветил дом. После молитвы сказал: «Теперь здесь снова живут люди. Но помните, зло не в стенах, оно в сердце». Через неделю Томаш бегал по двору и смеялся. Петр подошел к Анне и сказал: «Вы спасли не только моего сына. Вы вернули в этот дом жизнь». Анна лишь улыбнулась. Из детской донесся звонкий смех, чистый как колокольчик. Дом снова дышал.